Во Флориде появился хищник, который заглатывает питонов целиком, даже пятиметровых. Звучит невероятно, но эти гиганты сами превратились в добычу. И то, что происходит на болотах, оказалось по-настоящему жестоким. Чтобы понять, насколько это дико, нужно вспомнить, кем были эти питоны для Флориды последние 30 лет. Бирманский питон попал в Эверглейдс, огромный национальный парк из болот, травы и мангровых зарослей на юге штата, предположительно в конце 80-х. Кто-то держал их как экзотических питомцев, кто-то выпустил на волю, когда змея выросла до 3-4 метров и перестала помещаться в квартире. А в 92-м ураган Эндрю разнес несколько складов с рептилиями, и десятки змей оказались на свободе разом. Флорида для них идеальный дом. Тепло, влажно, круглый год еда. И питоны начали жрать. Буквально все подряд. Ученые вскрывали пойманных особей и находили внутри енотов, опоссумов, кроликов, болотных птиц, даже небольших аллигаторов. В некоторых районах парка популяция енотов и опоссумов рухнула больше, чем на 90%. Целые виды исчезали из этих мест не за столетия, а за считанные годы. К началу 2000-х стало ясно, у этого хищника в Эверглейдсе нет врагов. Питон длиной в 5 метров и весом за 90 килограммов. Это машина, которую в местной пищевой цепочке никто не мог остановить. Аллигаторы иногда пытались, но нередко сами оказывались проглоченными. Люди устраивали официальную охоту, платили деньги за каждую пойманную змею, но выловить удавалось лишь малую долю от того, что расползлось по болотам. По разным оценкам, там уже сотни тысяч особей. И вот на вершине этой пищевой пирамиды, где, казалось, победитель определен раз и навсегда, начало происходить что-то, чего не ожидал ни один биолог. Егеря стали находить трупы взрослых питонов с чудовищными ранами. Кого-то разорвало пополам. У кого-то не хватало половины тела, будто ее просто откусили. А потом попались останки, по которым было понятно, питона не убили и бросили, его именно съели. Целиком заглотили змею, которая сама привыкла глотать все живое. Кто-то в этих болотах перевернул привычный порядок вещей. И когда исследователи наконец увидели виновника своими глазами, они не сразу поверили в то, на что смотрят. Первым, кто заснял виновника, был не ученый, а обычный рыбак с камерой на телефоне. В районе Южной Флориды, у канала, неподалеку от Эверглейдса, он остановился снять большую птицу, которая возилась в траве у воды. Птица была высотой почти в человеческий рост, с длинными ногами и мощным клювом, похожим на кинжал. А из-под нее торчал хвост крупной змеи, которая еще дергалась. Это была большая голубая цапля. И то, что она вытворяла, шло вразрез со всем, что они знали. Цапли едят рыбу, лягушек, мелких грызунов, добычу, которую можно проглотить одним движением. Но эта птица держала в клюве питона длиной больше метра и методично, рывок за рывком, заглатывала его в себя целиком, головой вперед. Ролик разлетелся по сети. Биологи сначала решили, что это разовый случай, молодой неопытный питон, оголодавшая птица, случайная встреча. Но потом появились новые кадры из разных мест штата с разными видами птиц. Оказалось, охотником на питонов стала не одна цапля. За змей взялись сразу несколько видов крупных болотных птиц. Большие голубые цапли, белые американские аисты, египетские цапли и особенно лимпкины, странные длинноклювые птицы, которые раньше почти не привлекали внимания. Все они начали нападать на молодых питонов, а иногда и на вполне взрослых особей длиной в 1,5-2 метра. И вот что поразило исследователей больше всего. Эти птицы не были ни завезенными, ни новыми для Флориды. Они жили тут всегда. 30 лет они игнорировали питонов, будто тех вовсе не существовало. А теперь вдруг, словно по команде, разные виды одновременно начали воспринимать чужеродную змею как нормальную еду. Это ставило перед биологами вопрос куда более тревожный, чем просто кто ест питонов. Птицы не читают научных статей и не сговариваются между собой. Что-то заставило десятки, а потом сотни отдельных особей по всему региону изменить поведение примерно в один и тот же период времени. И объяснение, которое ученые в итоге нашли, оказалось не про птиц вовсе. Оно тянулось к тому, что случилось с самими питонами за последние годы. Ответ прятался в цифрах, которые копились у биологов годами. Когда питоны только осваивали Эверглейдс, каждая самка откладывала до 50, а иногда и до 100 яиц за сезон. Змей было мало, еды, море, врагов – 0. Молодняк выживал почти весь. Именно так одна брошенная у канала змея за пару десятилетий превратилась в армию. Но у этого взрывного успеха была обратная сторона. Питоны так основательно выжрали крупную добычу – енотов, опоссумов, кроликов, что подорвали собственную кормовую базу. Взрослой змее длиной в 4 метра теперь приходилось искать намного дольше,
чтобы найти достойный обед. А значит, самки хуже набирали вес, откладывали меньше яиц, и в кладках все чаще оказывались мелкие слабые детеныши. И вот тут в игру вступила математика хищников. Молодой питон, только вылупившийся, это не 5-метровый монстр, которого боятся аллигаторы. Это беззащитная змейка длиной сантиметров 40, тонкая как палец. Для крупной болотной птицы такой питончик просто удобный кусок мяса, который сам ползет по открытой траве. Раньше их было относительно немного, и они прятались. Но когда популяция раздулась до сотен тысяч, молодых змей стало столько, что они буквально заполонили берега каналов и болотные отмели. Птицы, которые каждый день бродили по этим местам в поисках рыбы и лягушек, все чаще натыкались на ползущую добычу нового типа. Одна попробовала, потом другая. Молодые птицы учились, глядя на взрослых. Поведение распространялось не по сговору, а как удачная привычка, которую подхватывали соседи. Питоны, сами того не желая, накрыли для местных птиц бесконечный стол. И заплатили за это статусом непобедимых. Иными словами, короли болот пали не от более сильного соперника. Их подкосил собственный аппетит и собственная плодовитость. Чем больше их становилось, тем уязвимее оказывалось следующее поколение. Но одно дело птица, которая склевывает змейку размером с карандаш, и совсем другое — то, что егеря начали находить дальше. Потому что счет вскоре пошел уже не на детенышей. Кто-то в Эверглейдсе взялся за питонов, которые давно вышли из детского возраста, и делал это способом, от которого у исследователей по спине шел холод. На берегу одного из каналов егерь заметил аллигатора, который вел себя странно. Рептилия лежала неподвижно, а в ее пасти торчала задняя часть питона, огромного, толщиной с руку взрослого мужчины. Аллигатор не рвал змею на куски. Он заглатывал ее так же, как питон когда-то заглатывал все живое, медленно, целиком, подгибая под себя добычу и проталкивая ее в глотку рывками мощной шеи. Это и был второй хищник, вышедший на охоту. Не только птицы взялись за молодняк. Американский аллигатор, который годами то выигрывал, то проигрывал питонам, теперь все чаще оказывался победителем. И глотал он не карандашных детенышей, а взрослых змей длиной в 2-3 метра. Механика этих схваток жестокая. Питон, удав, он убивает удушением, обвивается вокруг жертвы и сжимает кольца, пока та не задохнется. Аллигатор действует иначе. Он хватает змею поперек тела чудовищным укусом. Сила его челюстей одна из самых мощных среди всех живых существ и уходит под воду, закручиваясь вокруг своей оси. Этот прием называют смертельным вращением. Тело питона при всей его силе просто разрывается или ломается от такой нагрузки. Егеря стали находить все больше подтверждений. Питон, у которого не хватало середины тела. Змея, из которой торчали следы зубов размером с человеческий палец. А иногда целый аллигатор с раздутым брюхом, внутри которого при вскрытии обнаруживался свернутый в тугой ком питон длиной больше самого хищника. Но и тут природа не давала простого ответа, кто сильнее. Находили и обратное скрытых аллигаторов внутри питонов, лопнувших питонов, которые пытались проглотить слишком крупного аллигатора и не рассчитали. Эти двое сражались на равных, и исход каждой встречи зависел от размера, места и доли секунды. Так на болотах сложилась картина, которую 30 лет никто не видел. Питон перестал быть неуязвимым сверху и снизу одновременно. Птицы отрезали ему детство, аллигаторы — зрелость. Но самое неожиданное открытие ждало ученых не среди крупных охотников. Оно скрывалось в мелочи, на которую поначалу вообще не обратили внимания. В существах размером меньше человеческой ладони. Существами размером меньше ладони оказались муравьи. Точнее, красные огненные муравьи. И еще один пришелец, которого во Флориду занесли когда-то давно из Южной Америки. Сами по себе они питона не трогают. Но их интересует то, ради чего питон уязвимее всего – кладка яиц. Самка бирманского питона – образцовая мать по змеиным меркам. Отложив яйца, она сворачивается вокруг них плотным кольцом и остается так неделями, дрожью мышц подогревая кладку и защищая ее от любого, кто подойдет. Она почти не ест все это время, и именно эта неподвижность стала ее слабым местом. Огненные муравьи находят теплую кладку и начинают методичную атаку. Они забираются под чешую матери, кусают ее в самые чувствительные места, лезут в глаза и ноздри. Даже питон в конце концов не выдерживает и уползает. А стоит ей отлучиться, муравьи набрасываются на яйца, вгрызаются в скорлупу и добираются до зародышей. Целые кладки гибнут еще до того, как из них кто-то вылупится. Исследователи, которые вскрывали брошенные гнезда, находили десятки яиц, кишащих муравьями внутри. Крошечный хищник, которого можно раздавить пальцем, уничтожал следующее поколение 40-килограммовых змей еще в скорлупе. И вот тут стала видна вся картина целиком. Питона в Эверглейдсе больше не подстерегал один враг. Его брали в осаду со всех сторон, и на всех этапах
жизни муравьи выедали яйца, птицы склевывали новорожденных, аллигаторы разрывали взрослых. Каждый бил свою уязвимость, и все вместе они складывались в давление, которого у этого вида не было ни на одном этапе его вторжения. Природа не прислала одного героя. Она собрала против чужака целый фронт из тех, кто раньше жил рядом с ним будто бы мирно. Ученые назвали это словом, которое обычно применяют куда более медленным процессом. Экосистема начала давать отпор. Родная фауна Флориды постепенно училась использовать питона как ресурс, а не бояться его. Но у этой обнадеживающей истории оказалась и мрачная изнанка. Потому что то, что питон приносил в организм своего нового едока, могло убить самого едока, тихо, изнутри и с отсрочкой в несколько лет. Убийца прятался в самом теле питона, в его жире. За годы охоты бирманские питоны накопили в организме ртуть. Эверглейдс, место с природно высоким уровнем этого металла, бактерии в болотной жиже превращают ртуть в метилртуть, а дальше она поднимается по пищевой цепочке, концентрируясь в каждом следующем хищнике. Питон, который десятилетиями поедал зараженных животных, стал ходячим складом токсина. И теперь этот склад открывали новые едоки. Аллигатор, проглотивший взрослого питона, получал вместе с мясом дозу ртути. Птица, скормившая птенцам змею, передавала яд дальше. Ртуть не выводится, она копится год за годом в мышцах, в печени, в мозге. У животных с высоким ее содержанием нарушается координация, слабеет иммунитет, самки хуже размножаются, а птенцы вылупляются недоразвитыми или гибнут в яйце. Получалось жестокое равновесие. Родная фауна наконец научилась есть захватчика, но захватчик мстил из-за гроба. Каждый съеденный питон был одновременно и победой, и медленным отравлением. Хищник, который слишком налегал на змей, рисковал через несколько лет сам ослабнуть и не оставить потомства. Биологи, замерявшие ртуть в тканях флоридских аллигаторов и цапель, находили тревожно высокие показатели именно в тех районах, где питонов было больше всего. Связь напрашивалась сама. Чем активнее местные хищники переключались на змей, тем сильнее травили себя. Так у истории появился второй слой. Мало было того, что питоны разорили экосистему, выжрав мелких зверей. Их тела продолжали работать против Флориды даже после смерти, как отложенная мина, заложенная во всех, кто рискнул ими пообедать. И все же природа не остановилась. Хищники продолжали есть питонов, несмотря на скрытую цену. Одни платили здоровьем, другие оказывались устойчивее и выживали. Отбор шел прямо на глазах у исследователей, в реальном времени. Оставался только один вопрос, ответа на который пока никто не знал наверняка. Способен ли весь этот фронт из птиц, аллигаторов и муравьев не просто кусать питонов по краям, а реально переломить ход вторжения? Или змеи уже слишком глубоко вросли в болото, чтобы их можно было выбить? Ответ, к сожалению, оказался отрезвляющим. Когда ученые свели вместе все цифры, сколько питонов съедают птицы, сколько разрывают аллигаторы, сколько клада губят муравьи, и сравнили это с тем, как быстро змеи размножаются, картина сложилась беспощадная. Весь этот фронт хищников уничтожает лишь малую долю питонов. Недостаточно, чтобы остановить вторжение. Даже близко. Одна самка по-прежнему способна отложить за сезон несколько десятков яиц. Чтобы популяция хотя бы перестала расти, из природы нужно ежегодно изымать огромный процент змей. Птицы, аллигаторы и муравьи при всей своей жестокости до этого порога не дотягивают. Они кусают монстра со всех сторон, но не могут его повалить. И вот в чем горькая ирония этой истории. То, что зрители видели на вирусных роликах, цапля, заглатывающая питона, аллигатор, разрывающий змею на глубине, это не начало победы природы. Это признак того, насколько питонов стало много. Хищники переключились на них не потому, что стали сильнее, а потому, что змей теперь так много, что не заметить их невозможно. Изобилие добычи – это симптом катастрофы, а не ее лечение. Так был получен ответ на то, с чего все началось. Да, во Флориде действительно появился хищник, заглатывающий питонов целиком. И не один, а целая коалиция. Да, гиганты, которых боялись все, сами стали добычей. Но эта победа отдельных охотников не переворачивает войну. Питоны проигрывают тысячи схваток и продолжают выигрывать саму компанию, просто за счет чисел. Настоящий переломный удар по змеям наносят не цапли и не аллигаторы, его наносят люди. Именно человек оказался тем единственным хищником, который способен изымать питонов десятками тысяч через программы охоты, ловушки, специально обученных собак и новые методы поиска гнезд. Природа Флориды героически огрызается, но в одиночку ей эту войну не выиграть. И самое неожиданное во всей этой истории то, каким оружием люди в итоге начали побеждать там, где болотный фронт бессилен. Оружием, которое природа не смогла придумать сама. Оружием оказалась сама биология питонов, обернутая против них.
Ученые из Флориды придумали метод, который прозвали программой самцов-предателей. Они ловят крупных самцов, вживляют им под кожу крошечный радиопередатчик и отпускают обратно в болото. В брачный сезон меченый самец делает то, что заложено в нем природой – находит самку. А следом за сигналом передатчика к этому самому месту приходят люди. Именно так удается выйти на самое ценное – на крупных, готовых к размножению самок, которые обычно прячутся так, что вручную их не найти никогда. За одной такой самкой стоят десятки будущих кладок. Один пойманный предатель приводит охотников к нескольким змеям сразу, и каждая изъятая самка вычеркивает из будущего целую армию питонов, которая так и не вылупится. Результаты этой программы измеряются уже не отдельными змеями, а тоннами. Только несколько десятков меченых самцов за годы работы помогли снять с болот тысячи килограммов питонов. Среди пойманных попадались рекордсмены. Самки длиной под 6 метров и весом за 90 килограммов, с сотней с лишним развивающихся яиц внутри. И все же честный итог этой войны звучит без победных фанфар. Полностью извести питонов из Эверглейдса уже невозможно. Они вросли в болото слишком глубоко. Речь идет не о том, чтобы выиграть, а о том, чтобы сдерживать, не давать змеям расползтись дальше на север, спасти хотя бы то, что еще осталось от местной живности. Тем временем на болотах все идет своим чередом. Цапля по-прежнему заглатывает молодого питона головой вперед. Аллигатор уходит под воду со змеей в челюстях, закручивая свое смертельное вращение. Огненные муравьи находят очередную теплую кладку. А где-то в мангровых зарослях меченый самец с передатчиком под кожей упрямо ползет к самке, не зная, что ведет за собой людей, которые уже готовят мешки.